Канал Ricochet Life представляет Сталкер. Тень Чернобыля. Легенда своего времени, живущая и по сей день. Все началось в мае 2012 года. Потасканный Зилок, он же грузовик смерти, перевозил трупы. Откуда-то из центра зоны появляются, куда едет, никто толком не знает. Была сильная гроза, а машину шандарахнула молния и писец. На утро по дыму сталкер нашел место краша, решил поживиться и был удивлен увидеть живого человека. Разбитые грузовики смерти находили и раньше, а вот живых рядом ни разу. Поэтому сталкер относит находку местному торговцу. Знакомьтесь, Сидорович, всем барыгам барыга. По своей шоферской привычке Сидор сразу начинает нас шмонать, находит старенький КПК с надписью «Kill the Стрелок» на транслите, и мы понимаем, что мы где-то в постсоветском пространстве. Мы совсем не помним, кто мы и как тут оказались, ни имени, ни клички, поэтому Сидорович нарекает меня Меченым, сталкер. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Сразу же бросается в глаза охеренная озвучка профессиональными актерами, что есть гуд. Ну чё стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Выбирай, как мы с тобой поступим. Сидорович в первую очередь торговец, а потом уже человек, поэтому нам придется отработать свое спасение. И выдает нам первую миссию, замуты которой выстраиваются в сюжет из основных и дополнительных миссий. Выбравшись из подземелья, мы имеем 3D-шутер от первого лица с элементами RPG, и несмотря на то, что релиз игры состоялся в 2007 году, а концепт разрабатывали еще с 2002, графика не вызывает отторжения. По мне так все нормально, а графика-дрочеры, возможно, найдут к чему придраться. По ощущениям, мне сразу напоминает что-то из разряда старенького проекта IG, Half-Life и мой любимый Fallout. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. Да-да, открытый мир, смена дня и ночи, смена погодных условий, искусственный живой интеллект вокруг под техническим названием Alive. Конечно, шрифты в игре выглядят уж очень дилетантски, как будто кто-то скачал их с файлообменника под названием «Крутой шрифт». Смотрится убого. Если вы имеете опыт в подобных шутерах, то он вам пригодится. Метко стрелять в голову – залог успеха. Реально вырабатывается навык реакции меткой стрельбы и быстрого принятия решений. Вот что такое киберспорт. Играть поначалу сложно, мы начинаем все с нуля, у нас и шмоток-то толковых нет. Беспонтовый пистолет, нас легко убить, мы можем легко погибнуть от потери крови. В общем, вначале я сохраняюсь, очень часто. Эта самая структура придает проекту еще большей реалистичности. А еще что-то душевное тут есть, что-то родное, как будто в окрестностях своего же района рассекаешь. Вся советская техника говорит нам о том, что мы дома. Примечателен тот факт, что некоторые текстуры выполнены фотографически, и создатели проекта 2 раза ездили в зону отчуждения. Кроме того, разработчики заявили о том, что во время прогулки по зоне они почувствовали мрачную атмосферу этого места и необъяснимые вещи, и решили позже реализовать это все в игре. Да более правильный подход, MC должен знать, за что он стелет. Но в начале нашего пути все напоминает древненькую стрелялку, но беспокоиться не о чем. Мутанты и хоррор будут ждать далее. С дополнительными миссиями тут настоящий косяк. Если поначалу их еще можно выполнять, то потом либо баг в игре, либо просто невозможно выполнить, либо нет метки на карте. Они до боли линейные, принеси и подай, далее нет никакой-то видимо изменяемой характеристики персонажа. Как же я прокачаю меткость и живучесть? Можно только собирать артефакты, которые меняют те или иные характеристики, их видно, и они очень много разбросаны по картам. Кстати, дороги в продаже. Раненых союзников и даже врагов можно вылечить, дав им аптечку, а всех, кто отбросил кони, я всегда шмонаю и забираю хабар, чтобы наживиться как настоящий сталкер. Оружие также нельзя апгрейдить. На некоторые пушки можно одеть только оптический прицел и подствольник. Ну и самое печальное, то что любимая броня или любимая пушка со временем изнашивается и ломается.
что тоже очень печально. Кстати, можно находить в тайниках заведомо улучшенное оружие со знаком вверх. Такие вот имбовые пушки с повышенными характеристиками, в отличие от оригинала. Тебя выведу. Несмотря на все эти недостатки, тени Чернобыля любят. Так в чем же секрет, помимо писания кипятком от родных радиационных уазиков? Это атмосферность. Да-да, с самого начала игры мы вживаемся в роли стрелка и ощущаем мир вокруг себя более реальным. Тем более все заборы и туннели так нам знакомы. Здесь где-то под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен. Удачи. Светодиодных фонарей еще не изобрели, а игра постепенно, медленно переходит в жанр небольшого хоррора. Атмосферность тут чувствуется даже на видео. Вокруг очень темно, нужно быть предельно осмотрительным и осторожным, дабы не угодить в аномалию или в лапы чего-то или кого-то непонятного. Жутко лазить по подвалам в Чернобыле. Обещаю, не буду вставлять никаких скримеров, просто представьте себя сейчас на месте стрелка. Куда бы вы пошли? А что это за вопли? Ох, не к добру это. Что тут? Гранаты в хозяйстве пригодятся. На всякий случай перезаряжусь. Главное, что пушка в самый ответственный момент не заклинила. Артефакт, норм. Пустой ящик. Уже все обшмонали до меня, мародеры. Что это? Кровосос. Жуткая тварь. Там был еще проход по коридору, надо было там идти. Эта хрень еще может становиться невидимой. Да тут такая штука сделана, что практически каждый монстр и чернобыльский мутант уникален и ведет определенную тактику боя. Меня смущают эти крики в темноте. А, уши закладывает. Да ну нафиг! Контролер! Где он? Где он? Где он? Сзади, да, точно, сзади. Вот следующая неудобная недоработка, что постоянно, чтобы юзануть, к примеру, аптечку и не сдохнуть, как сейчас, нужно навостриться быстро открывать инвентарь, который займет весь экран, и юзануть аптечку. Не всегда удобно, тем более в данной ситуации. По миссии нам снова нужно взять какую-то штуку, перенести ее кому-то. Чемоданчик находится в здании, охраняемый военными, и чтобы облегчить свой рюкзак, кидываю лишний балласт в виде гранат в кусты. Вдруг там целая армия. Ну уж очень сильно напоминает мой подъезд, не говоря о лифте. Ничего не изменилось в регионах нашей страны спустя вот 30 лет. Меченый, я сообщил тебе бармену. Он должен договориться с долговцами, чтобы тебя пропустили. Так что ноги в руки и к нему. Еще обратил внимание на название проекта «Сталкер». Пишется через точки. Мне одному кажется, что это как-то тупо. Немного прогуглив, я узнал, что разрабам не удалось получить права на оригинальное название, и поэтому такая лажа. С одной стороны, оригинальная идея. Представьте рыночный абибас через точки. Тень Чернобыля базируется на романе братьев Стругацких «Пикник на обочине», на фильме режиссера Андрея Тарковского «Сталкер» и на реальной зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Здорово, Меченый. Принес документы с агропрома? Отличная работа, Меченый. Также тут есть арена, где мы можем озолотиться и нормально заработать, участвуя в турнирах на выживание. Два претендента на цинковый дом. Оба прошли первый круг. Покажите, чему научились. Поехали! Главная цель — завалить таких же мародеров, как ты, да, не в самых выгодных условиях, к примеру, один против толпы. Мы находимся на территории завода «Росток», где группировка «Долг» расчистила себе местечко для базы и позволяет сталкерам тут перекантоваться. Не убивай меня! Твоего напарника сейчас будут везти на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю! Млям буду! Ладно, мразь, живи. Но на глаза мне больше не попадайся. Эй, дружище, иди сюда! Помоги отбить напарника у бандитов! Давай за мной, я знаю место для засады. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге возвращают. По ходу встречаются и скриптовые интересные миссии. К примеру, как это: устроить засаду на бандитов и спасти члена группировки «Долг». За что мы, кстати, получим небуевый оптический прицел, который можно одеть на калаш. Все бандиты, кстати, строго в абибасе и рыночной обуви. Настоящие гопорезы из 90-х.
Бля, спасибо, друг. Я, уже с жизнью попрощался. Это вот сталкера благодари, он мне помог. Спасибо, Подходи, друг. пообщаемся. Те документы, что я принес бармену, в них упоминается некая подземная лаборатория X-18, но документов не хватает, и часть их находится в этой же лаборатории. Походу в нее я встречаю странный КПП с кровью на стенах и полу, и начинаю искать хабар. Нахожу склад трупов, как-то странно, кто-то сюда их накидал. Мутант, а? Ай, показалось, живой человек, держи аптечку, брат. Вот это скример только что был, я аж кирпичей наложил. Говоря о атмосферности игры, самая значительная ее часть как раз вот в таких помещениях без света и полная ужасов. Вживайтесь в роли. Мне показалось, или в меня прилетел только что ящик? Блин, сыкотно. Нет, мне не показалось. Какого фига ящики летают в воздухе? Самым неприятным и ужасным мутантом Чернобыля я считаю Снорка. А тут тем более горящий Снорк, потому что эта тварь лезет в душу прям. Помните, я говорил о износе оружия. Смотрите внимательно, что сейчас будет происходить. Чуть не сдох, а переломанные пушки, которые вечно заклинивают, и полностью убитая броня. На самом деле, самый оригинальный пароль в мире. Спускаемся еще ниже. Прямо в ад нафиг! И так не люблю фильмы ужасов и хорроры, так тут еще такое. Находим код к двери и, можно сказать, встречаем первого босса, который поливаем из подствольника. Или подствольник косой, или я. Тут в подземелье происходит мое интимное знакомство с огромным количеством монстров. Потом ко мне приходит видение, которое я, честно говоря, так и не понял. Видимо, получил большую дозу радиации. Отнесли бармену документы, но это еще не все, друзья мои. Бармену-то все мало, он говорит, что еще документы нужны, и на сей раз они находятся в лаборатории X-16. Я возле озера, где работает мобильный лагерь экологов. Экологи изучают пси-излучение завода «Янтарь». И с этого момента в игре появляются тупые зомби. На них и действует выжигатель мозгов, а профессор Сахаров знает, как пробраться в секретную лабораторию. Ха, я дал обзорам жизнь, как Сахаров науке. Мне плевать, я один никуда не пойду. Я тебя очень прошу, сделай это. Кстати, у Сахарова можно торговать. Кроме того, он сказал, что в лабораторию так просто не попасть. Нужно разработать пси-шлем. Чтобы его разработать, нужно сделать замеры. Ученые сыты Т1, и мы с ним вместе отправляемся за этим делом. И тут нас подстрекает очередной радиационный выброс. Новое видение, и дело сделано. Если попытаться пробраться на территорию завода без пси-шлема, игнорируя миссии ученых, ничего не выйдет. Нам разъест мозги, и желтый цвет означает мощнейшее пси-воздействие. Тут еще радиации полно. Зомби долго решетить пулями, лучше им в бошку сразу целиться. Но базука убивает любого наповал. Вот смотрите. Четко. Мы снова спускаемся в подземелье. Молодец, Меченый! Ты таки добрался до лаборатории. Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Ученых хлебом не корми, лишь бы дать чего-нибудь да поисследовать. Противник не сможет подтвердить этого излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда ты попадешь под сильное воздействие, включится таймер.
тебя защищать. Будь осторожней. Это огромный мозг. Тут хитрая квестовая система его отключения на время. Кстати, Fallout 3 спер идейку отсюда для своей DLS-ки. Кто играл, вспомните миссию на маяке. Попадая в эту локацию, запаситесь патронами, друзья. Тут их просто мало. Тут они постоянно заканчиваются. И сражаться с мутантами и зомби на ножах не самая лучшая перспектива. Нас посещает очередное видение, рассказывающее о предыстории, хотя вообще невнятно и непонятно, что к чему. Далее более по игре попадаем на базу группировки «Свобода». Тут и пушки уже идут покруче, и миссии дополнительные. Идете справа. Колян, ты с ребятами постараешься зайти им в зад. Вот как взад, так сразу Колян. Помимо графического движка, игра использует физический движок, сильно модифицированный Open Dynamics Engine (OD). Движок поддерживает сотни физических интерактивных объектов на разных уровнях. Используется физика Ragdoll, разрушаемые объекты, реалистическая баллистика, пуль, скелетные анимации и некоторые другие технологии. Это холодная игра, но в хорошем смысле, так как она отлично передает постапокалиптическое настроение. После выпуска Сталкера критика обрушивалась на него в основном за многочисленные ошибки, особенно когда игра запускалась под дерьмовую Windows Vista. IGN заметили, что игра имела тенденцию зависать весьма часто, иногда делая паузу в течение 3 или 4 секунд с регулярным интервалом. Были даже некоторые случаи полного падения игры. Другим раскритикованным аспектом была история, которая в некоторых обозрениях была не связанной. А PC Gamer заявил, что неудача в конкретной истории персонажа. Я вот сейчас на 7, кстати, играю, на достаточно мощной машине, и я так-то часто сохраняюсь. За всю игру зависал примерно раза 2-3, проходил ее, кстати, так, прилично. После локации просто доставляют. Это Припять, это саркофаг, это Чернобыльская АЭС, под которой мы можем полазить. И сложность тут вообще пипец в конце было сложно. Сохранялся каждые 10 секунд, ибо до невозможности с этими монолитовцами и радиацией. Также вообще не круто, что 2 имбовые пушки достаются только в конце, и по игре с ними не побегать. Так-то вообще не угарно. Твоя цель здесь. На игру выпустили ту его тучу модов и различных неофициальных дополнений. Эта же часть самая первая, самая основная. И по мнению некоторых игроков, самая лучшая, несмотря на продолжение части «Чистое небо» и «Зов Припяти». Они, кстати, по совершении этой истории, но менее атмосферны. Еще прикольный факт, что в игре могут быть различные концовки. Все зависит от того, как мы играли и какие дополнительные миссии выполняли. Короче, как поворачивали сюжет. В игре всего 7 концовок, мое прохождение вышло, чтобы зона исчезла. Твоя цель здесь. Я хочу, чтобы зона исчезла. Но это иллюзия, друзья. Герой на самом деле слепнет. А я подумал, что герой превращается в зомби. А какие концовки были у вас? Обязательно пишите в комментарии. А также я прошел еще, можно сказать, 2 следующие части. Ссылки поставлю в конце. Всем мира, всем добра. А с вами был Рикошет X. Услышимся.